Психология восприятия. Фильтры восприятия реальности. Какие страшные и загадочные слова, не правда ли? Как нам понять собственный мозг и, соответственно, самих себя? Как подчинить самому себе свой разум, если мы так мало о нем знаем? Не переживайте, наконец-то я открываю серию роликов о психологии и типах восприятия, в которых расскажу о том, как же научиться управлять собственным разумом вместо того, чтобы быть его рабом. Сегодня я расскажу о том, что такое психология восприятия и какие существуют фильтры восприятия реальности. С вами Анна, и вы на канале Не Психология, где я стремлюсь поведать вам о лучших способах совершенствования себя за короткий срок. Начнем, пожалуй, с понятий. Что же такое психология восприятия и фильтры восприятия реальности? Так как моя задача давать вам информацию, максимально упрощая ее, чтобы даже ребенок 10 лет смог понять ее и усвоить. Я не буду сейчас загонять вам черствых определений, об которые черт ногу сломит. На самом деле все очень просто. Психология восприятия – это наше представление мира, то, каким мы видим и воспринимаем все, что окружает нас. Фильтры восприятия реальности – это механизмы фильтрации данных, которые мы ежедневно получаем в огромных количествах. Именно эти фильтры помогают нам сужать, то есть сжимать и фильтровать огромную информацию, сохраняя в нашем сознании и подсознании то, что важно, и отсекая то, что не важно для нас лично. Пожалуй, сразу скажу, что объективного восприятия мира не бывает. Я думаю, каждый из вас понимает или догадывается об этом. Правда ведь? Все люди абсолютно разные и по-своему уникальны, и у каждого из нас свои внутренние карты восприятия окружающего нас мира. Мы отличаемся друг от друга как внешними параметрами, так и внутренними настройками. К примеру, если я сейчас выйду на улицу и прихвачу с собой вот этот грейпфрут, подойду к первому встречному, спрошу его, какой этот грейпфрут, и он с полной убежденностью скажет мне, что этот грейпфрут оранжевый. Я подойду к второму человеку и задам ему тот же вопрос. Он ответит мне, что этот грейпфрут розовый. Хорошо, тогда я отыщу в толпе двух близнецов. Подойду к ним и спрошу, каков этот грейпфрут на вкус, ребята? Один совершенно точно скажет, что он сладкий. Второй возразит, о чем ты, он горький. Мимо будет проходить зевака, остановится и потребует объяснений. Ребята, в чем дело? Он же кислый. Исходя даже из этого простого примера, логичной становится мысль, что восприятие является сугубо субъективным для каждого человека. И нет никакой общей реальности. Итак, каковы же основные фильтры восприятия реальности? Фильтр первый – наши органы чувств, то есть глаза, уши, язык, органы обоняния и осязания. Второй фильтр – семейный, общественный и религиозные программы, то есть то, что с самого детства формирует наши жизненные ценности, а также предписания и ограничения. Фильтр третий – наши собственные мысли, убеждения, личные представления об окружающем нас мире, иными словами, наше мировоззрение. Конечно же, в основе всего лежит первый фильтр – наши органы восприятия, так как именно они являются единственным способом получения информации извне и, соответственно, первым фильтром, так сказать, самым крупным ситом. Именно наши органы чувств являются теми системами, которыми мы получаем, храним, а впоследствии и воспроизводим информацию, вспоминая о чем-либо. Далее идет сито помельче. То, что заложено в нас нашими родителями, их воспитанием, религией, верованиями, а также общественностью. Ну и третье сито, самое мелкое, это наши личные мыслительные процессы, где мы отсекаем все, что не важно для нас, и оставляем то, что больше всего ценим. То есть на входе у нас есть огромный бабушкин сундук, а на выходе маленькое блюдечко. Это сильно облегчает нашу жизнь, а также формирует наши вдохновляющие и ограничивающие убеждения. Как я уже упоминала ранее, восприятие мира у каждого абсолютно разное. И это значит, что реальность – понятие относительное. Поэтому-то между нами и происходят ссоры и недопонимания. На то, как тот или иной человек воспринимает реальность, изначально влияет тип восприятия, который преобладает у человека. Основными типами восприятия являются визуальный, визуализация, изображение, аудиальный, звуки, слова и кинестетический, тактильные ощущения.
И если человек не понимает того, что вы всеми силами пытаетесь до него донести, то это вовсе не означает, что вы плохо объясняете или человек слишком глуп для того, чтобы понять это. Это означает, что у данного человека преобладает иной, отличающийся от вашего типа восприятия. В одном из следующих роликов мы подробно обсудим, какие существуют типы восприятия и как они формируют наши жизненные убеждения, ограничивающие и вдохновляющие. А еще мы проведем тест, благодаря которому вы сможете определить свой собственный тип восприятия. А еще я расскажу о том, как научиться контролировать фильтрацию получаемых нами данных. Мне будет крайне интересно получить комментарии от вас по поводу этого ролика. Понравился ли он вам, был ли он для вас полезным и насколько легко вы восприняли информацию, которую я предложила. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно, и я очень ценю вас, мои дорогие друзья. С вами была Анна. До новых встреч. Пока. Он с полной уверенностью ответит мне, что этот грейпфрут желтый, оранжевый. Не знаю, какой он. Исходя даже из этого примера, логичной становится мысль, что восприятие является суб-бу-бу-бу-бу-бу-ба.